и Explosion. Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, вы на канале, где мы говорим про ЕСБ. Добро пожаловать в Белград, Сербия. Именно этот древний город в итоге станет ареной для Бугуртнекста. К сожалению, не все те, кто имели право и получили приглашение участвовать в турнире, смогли на него приехать. Некоторые сообщили о невозможности, буквально в последний день. Тем не менее, турнир состоится. Да, не 10, но 7 команд будут разыгрывать между собой один из важнейших трофеев мира бугуртных боев. Главными претендентами на победу многие считают старых друзей Санкт-Петербурга. Это одна из сильнейших команд своей страны, чьи бойцы регулярно получают приглашение в сборную. Но проблемы могут составить НСК из Новосибирска и Сибры из Минска. Первые традиционно очень сложные соперники для петербуржцев, а вторые не менее матерая команда, которая к тому же уже выигрывала Бугуртнекст в прошлый раз. Многие думают, что на фоне трех основных претендентов европейские команды выглядят статистами, но я бы поостерегся так говорить. К примеру, команда Pardus Bellator из Франции – одна из наиболее быстро прогрессирующих команд, и я уверен, что она имеет все шансы в ближайшее время стать одной из сильнейших в своей стране. Команда Щеротки из Польши – одна из самых старых команд, не только в Польше, но и в мире, они на ресталище с 2010 года. Команда Высочина из Чехии, вторая по силе команда в своей стране. Да, в этом сезоне они не вошли в топ-20, но когда они получили приглашение, они мгновенно откликнулись на него и, уверен, постараются не упустить шанс. Команда Белые Олени из Белграда – это местная команда и молодая команда, и поэтому многими они воспринимаются как главные андердоги. Тем не менее, они дома, а дома и стены помогают. Александр Урошевич, капитан команды, говорит, что однажды мы, сербы, уже били Австро-Венгерскую империю, так что все может произойти. В любом случае, это всего лишь слова, домыслы и предположения. Как оно будет на самом деле, определит бой. А покажем мы. Начнем, пожалуй, с команды хозяев. Вопреки надеждам капитана Белых Оленей, мобилизоваться как для битвы с Австро-Венгерской империей сербы в этот раз не смогли. На домашнем турнире они были самой слабой командой. Но, в общем-то, и по рейтингу они одни из слабейших команд лиги. И получили возможность поучаствовать в Нексте только потому, что огромное количество команд по разным причинам не приехали. А им было ехать недалеко, буквально перейти дорогу. Это вообще особенность данного турнира в этом году. Next, по задумке, это турнир второй десятки команд. Но вместо 10 команд, дышащих в спину топом мирового ЕСБ, в турнире приняли участие 7 команд, часто не соседствующие друг с другом в рейтинге. Тем не менее, команда Белые Олени, даже осознавая свои ничтожные шансы, возможность не упустили и в бой ввязались, стараясь с каждым противником, если не победить, то хотя бы не проиграть в сухую. И в целом это вышло. Ни одна команда, даже главные претенденты на победу, НСК, Сибры, старые друзья, не могут похвастаться, что победили главных аутсайдеров со счетом 5-0 в каждом раунде. Особенно обидно было старым друзьям. Они – самая сильная команда на турнире, и все равно в каждом из двух победных раундов олени могли забрать с собой хотя бы одного бойца. В том числе уже вошедшего в пантеон сильнейших героев арены Ярослава Русанова, который, проводя свой коронный бросок, попал на контрприем от Александра Урошевича. Но стоит сказать, что это был чуть ли не единственный именно прием, а не попытка обнять противника и упасть с ним. С европейскими же командами Белые Олени подрались более уверенно, но все равно без шанса. Наиболее конкурентные бои у них были с Высочиной из Чехии и с Щеротками из Польши. Думаю, что в следующем сезоне, посещая они больше турниров, то вполне могут претендовать на более высокое место в рейтинге. Но на данный момент участие в Бугуртнексте для сербов – это самоубийственная авантюра ради опыта, и они в нее ввязались. Спасибо им за это большое. Это справедливо и для Высочина. Команда из Чехии – еще один явный андердог Next 22, который получил приглашение на турнир достаточно поздно. Парни, не входящие даже в топ-30, как и Белые Олени, приехали на турнир за опытом. Как и сербы, они не смогли дать внятного сопротивления никому из противников и фраговали в основном за счет суицидальных обнимашек. Честно говоря, это расстраивает. Есть разница между броском, который не получился, а бросающий оказался на земле вслед за противником, и тем, чтобы обнять человека, обнять противника и плюхнуться на спину. Парни, не делайте так, это неправильный путь. Вы тогда же опыт, за которым приезжаете на турнир, не получаете. По сути, количество чистых фрагов, сделанных чехами на турнире, можно пересчитать по пальцам одной стандартной руки. Единственный бой, в котором парни из Высочины одержали верх, был как раз против Белых Оленей. Уровень двух команд очень близкий. На протяжении первой минуты ни одна из них не могла получить преимущество, при том, что и сербы, и чехи выглядели намного активнее, чем во всех остальных своих боях на этом турнире. В конце первой минуты боец чешской команды наконец одолел своего оппонента, Высочина заработала преимущество и ей поперло.
Один боец белых оленей самоубился об голову противника, еще двух вывели из боя за поломку снаряжения. 3-0 – такая вот фееричная победа высочины в раунде. Второй раунд был совсем близким, и со счетом 1-0 победила высочина. На первый взгляд, Pardus Bellator мало чем отличается от предыдущих команд. Как и Олени или Высочина, они не должны были участвовать в этом турнире, поскольку в финальном рейтинге занимали 26 место. Никто не воспринимал команду из Франции как серьезного соперника, но первые же их бои показали, что к этим парням стоит присмотреться. Они уверенно разгромили щероток, и это была чистая победа в двух раундах. В первом со счетом 4-0, а второй так вообще 5-0. Только чистые фраги, никаких спойлерных разменов, приятно посмотреть. Да, далеко не идеальная техника, но направление, которое взяли французы, их видение боя правильное. Против старых друзей пардусы выстоять, правда, не смогли, но это и не удивительно. На Next 2022 питерцы были на голову выше всех других участников, они были вне уровня этого турнира. Дальше был бой против Высочины, который еще раз показал, что уровень французской команды выше, чем многие могли ожидать, опираясь на цифры рейтинга. Главным боем Pardus Bellator в отборочном цикле я бы назвал бой против НСК, отличной опытной команды из Сибири, которая в топе российских команд занимает 6-е или 7-е место. Это крепкие, сплоченные парни, которые при определенном уровне могут создать проблемы кому угодно. Скажем, на турнире Parma Challenge они одолели Боярд и минимально проиграли старым друзьям. В бою с французами сибиряки были стопроцентными фаворитами. И как же все удивились, когда первый раунд закончился в ничью в конце второй минуты. Причем пардусы не были пассивными. Несколько чистых фрагов они записали на свой счет. Второй раунд сложился для них хуже. Несмотря на то, что французы были активнее и агрессивнее, раз от раза стараясь расковырять вязких и собранных противников, НСК играли в свою игру и победили 3-0. Упорные французы не опускали руки и топоры, веря в собственные силы, как будто чувствуя, что еще чуть-чуть и у них получится. Но нет, в третьем раунде опять ничья.
Но, видимо, к четвертому раунду у пардусов уже закончились силы и идеи, как противостоять более опытной команде. 4-0, победа в раунде и в бою за НСК. Тем не менее, я считаю, что для Пардус Беллатор это был лучший бой в отборочном цикле. Они дали сложный бой сильной и опытной команде, продемонстрировав, что в откровенные андердоги их не стоит записывать. Отборочный цикл французская команда закончила с 3 победами и 3 поражениями, что обеспечило им выход в стадию плей-офф. НСК – это команда, которой на турнире пришлось тяжелее всех. Это команда из Новосибирска, из столицы, той самой морозной и страшной Сайберии, которой всех пугают американские фильмы. Им дальше всех добираться до места проведения турнира. И я говорю не только про стоимость билетов, но и про 12-часовой вояж из Новосибирска до Белграда, и про 6-часовую разницу во времени. Это все факторы, которые влияют на силу и выносливость, которые особенно важны, когда у тебя в команде всего один запасной. Тем не менее, бело-зеленая команда многими считалась одним из главных претендентов на победу, наряду со старыми друзьями. И пусть не смущает относительно невысокое место в рейтинге, оно обусловлено не боевыми качествами команды, а отдаленностью от основных турниров. Однако турнирная сетка была к ним беспощадна и в первом же бою бросила сразу на другую сильную опытную команду – на Сибров, которая к тому же уже имела возможность размяться на более слабом противнике. Первый раунд занял почти 2 минуты, но НСК победили со счетом 3-0. Это было эталонное противостояние двух равных по уровню команд, чистые фраги с обеих сторон и прекрасные примеры командной работы. Не обошлось даже без столь любимой Сибрами человеческой многоножки. НСК и Сибры давно известны друг другу противники, которые хорошо знают сильные и слабые стороны оппонента, поэтому их бои это скорее тактическое противоборство, нежели техническое. Второй раунд был под стать первому, он продлился все отведенное ему время, за которое преимущество переходило от одной команды к другой, но закончился в ничью со счетом 1-1. Stop 5. The time is over. The time of the round is over. На третий раунд было отведено 3 минуты, но их не хватило на выявление победителя. Раунд тоже закончился в ничью, 2-2. Время боя стекло, и со счетом 1-0 по раунду победила НСК. Первый же бой на турнире как бы намекал, сибирякам сегодня просто не будет. Дальше были высочина, щеротки, белые олени, которых НСК прошли не замечая. Пришлось повозиться с Пардус Беллатор, как я уже говорил, но это было несравнимо с боем против Сибров. Бой против старых друзей прошел под диктовку последних, но это неудивительно, учитывая неполный состав НСК, климатизацию и сложную турнирную сетку. Таким образом, команда, которой пришлось на турнире тяжелее других, закончила отборочную стадию на втором месте, всего с одним поражением.
What's going on here? Bohut Next is what's coming up here. This place is electric, but in a lot of ways it's Bohut Next, but it's also Bohut First, but we've got some brand new concepts coming in. There'll be the implementation of the rule, the 3-point rule going down. We'll see how that goes. We've got a brand new list, so see how that works. There'll be a lot of action happening in the center, and for the quarterfinals, the semi-finals and the finals, we're going to go no time limit on this, so it's going to be all action. So I'm really excited about this. На мой взгляд, нет ничего более увлекательного, чем когда один человек бьет другого палкой по голове. Я лично этим занимаюсь, последние лет 25-30, и мне до сих пор нравится. Вот здесь я в роли судьи, то есть я сам активно с алебардой по рестали еще не бегаю. В принципе, я уже достаточно давно это не делаю, я фехтую на более легком оружии. Но с огромным удовольствием слежу за этими боями. Здесь можно увидеть все. И индивидуальную подготовку ребят, которые очень атлетичны, филигранно владеют оружием. И, конечно же, командную работу, тактику, стратегию подготовки команд. Особенно это интересно, потому что мы могли наблюдать каждую из этих команд на протяжении сезона и понять, с каким результатом они подошли к итоговому турниру. Команды из Польши «Щеротки» наряду с белорусскими «Сибрами» были одними из немногих, чье участие в турнире предполагалось с самого начала. Сезон 2020-2021 они закончили на 11 месте, буквально в шаге от приглашения на Бгурт Прайм. Однако из-за закрытых границ в этом сезоне рейтинг штука очень условная и часто отражает не реальную силу команды, а количество турниров ей посещенных. То, что «Щеротки», несмотря на самое высокое место в рейтинге, далеко не самая сильная команда, стало понятно с первого же боя. Пардус Беллатор, окончивший сезон на 26-м месте, без проблем разделался с поляком. Дальше был бой с белыми оленями. Его «Щеротки» без проблем выиграли в 2 раундах, причем второй занял меньше 30 секунд. Бои против НСК, Сибров и старых друзей «Щеротки» ожидаемо проиграли, уж слишком велика разница в уровне, просто другая лига. При других обстоятельствах эти команды никогда бы не встретились на ресталище в рамках финальных турниров лиги, так что шеймить «Щероток» в общем-то не за что. Тем не менее, поляки закончили турнир для себя на мажорной ноте, в хорошем конкурентном бою против Высочина. В нем было все, что нужно хорошему противостоянию. Красивые фраги, командная работа, желание победить и интрига. Первый раунд поляки выиграли со счетом 3-0, но обе команды смотрелись очень неплохо, лучше, чем в любом другом их бою на этом турнире. Думаю, они не могли справиться с давлением авторитетных имен, но сейчас, когда перед тобой команда твоего уровня, да и терять уже нечего, почему бы не расслабиться и не получать удовольствие от боя, как он есть. Во втором раунде активности было больше от бойцов из Польши, но топор бойца Высочина обеспечил его команде минимальное преимущество, которое практически сразу отыграли «Щеротки», но этот топорист сделал еще один фраг для своей команды. Раунд выиграл Высочина, а в бою появилась интрига. Правда, повторить успех Высочине не удалось. «Щеротки» нашли свою игру и выиграли не молниеносно, но безоговорочно. 2-1 по раундам, и поляки заканчивают для себя турнир на приятной ноте. Сибры. Как НСК и старые друзья, эта команда приехала на турнир исключительно за победой. Никто не сомневался, что белорусы точно взойдут на подиум. Диванные аналитики лишь расходились во мнении, на каком месте. С одной стороны, Сибры уже выигрывали прошлый Бгурт Next, с другой, есть фактор старых друзей, да и фактор НСК, не стоит забывать. Именно с НСК был самый тяжелый и практически единственный проигранный бой. Но про него я уже рассказал. Боя со старыми друзьями в отборочном цикле не было, белорусы отдали победу. Так что единственный бой Сибров из отборочного цикла и достойное упоминания – это бой против французов из Пардус Беллатор, которые на этом турнире удивляли всех.
По первости, казалось, что и сибры будут неприятно удивлены. Относительно долго бой не получал развития, крупный француз Даниэль Лентинге гонял по ристалищу бегуна сибров Володю Ивлева. Но как только белорусы получили преимущество, развить его проблемы у них не возникло. 5-0 в раунде. Во втором раунде французы как будто поняли, им терять нечего, и добавили в бой больше агрессии и инициативы. Но личное мастерство белорусов в среднем гораздо выше, так что 4-0, победа за ними. Стоит сказать, что на этом турнире состав сибров был далек от каноничного. К примеру, отсутствовал Максим Скориков, одной из основных лиц команды. Но белорусы воспользовались возможностями трансферного окна и привлекли в свою команду несколько молодых бойцов из нетоповых команд. К примеру, Владимира Ивлева из «Партизана-2», который добавил в стиль белорусов маневренности и скорости. К сожалению, у него не получалось так хорошо, как в своей основной команде, но бои сибров он разнообразил однозначно. Чехов, поляков и сербов сибры прошли насквозь, не замечая. С 2 поражениями они вышли из групповой стадии на 3-м месте, и значит в полуфинале им предстояло вновь встретиться с НСК и попробовать взять реванш. Как я уже говорил, старые друзья на этом турнире были несколько не от мира сего. Они приняли участие в Бугуртнексте, потому как уступили возможность поехать на прайм победителям американского мастерса команде Цербер. Старых друзей просто не должно было быть на этом турнире. Они были в отличной форме, в отличном составе, пусть даже и всемиром. Особенно если понимать, что в составе есть бойцы, которые не раз признавались наиболее ценными на различных турнирах, к примеру, Иван Вареников, Ярослав Русанов, который в последнее время очень усердно работал от силы своего удара. Добавьте к этому, что руководил командой и определял стратегию на бои легендарный Юрий Самойлов, тренер команды. По всем этим причинам большинство зрителей и типа аналитиков вполне справедливо прочили победу на турнире именно старым друзьям. Их участие убивало интригу и ставило вопрос не кто будет первым, а кто будет вторым. Разумеется, всегда есть место случаю и неприятной неожиданности. Всегда может случиться что-то непредвиденное. Опасения у старых друзей вызывали только НСК. Пусть они и объективно слабее питерцев, но из-за абсолютно разных стилей, открытого и динамичного у старых друзей против закрытого и вязкого НСК, сибиряки всегда очень неудобный соперник для старых друзей. Бывало, что старые друзья побеждали НСК очень на тоненького, а бывало, что и проигрывали. К этому бою питерцы отнеслись максимально серьезно. Бой прошел по стандартному сценарию. НСК сразу навязали плотный вязкий бой, и старым друзьям пришлось выезжать на преимуществе в личном мастерстве. Но как только у Русанова появилась возможность бить, стало понятно, что сегодня не тот день, когда НСК могут оказать реальное противостояние красножелтым. Во втором раунде, правда, боец НСК разменялся с Русановым. Но питерская школа славится хорошими алибардистами, и алибард Антона Томилина тоже отлично поработал. 2-0 по раундам, победа старых друзей. Но
Второй раунд они выиграли со счетом 3-0, что делает его самым плохим для команды в отборочном цикле. На этом про стадию отборочных боев все. 4 лучших команды по ее результатам выходят в полуфинал. Старые друзья, НСК, Сибры и Пардус Беллатор. Вот те, кому предстояло разыгрывать пьедестал, и каждое их противостояние достойно упоминания. ESB это круто, потому что оно совмещает в себе и спорт, и такое хобби, можно сказать, более творческое. То есть ты не просто совершенствуешься физически, но у тебя происходит определенное эстетическое совершенствование и эстетическое наслаждение ты получаешь от участия в движении. В ESB я пришел через YouTube, как бы новое поколение, можно сказать, через интернет пришел. В какой-то момент увидел видео, интервью с Лешей Найдеровым, заинтересовался, там сказали про школу ESB в Питере. Я пришел и остался. People can see here like professional fighters who invest a lot in this sport, and they can see amazing fights like nowhere else can be seen. So it's a great opportunity to see something new. ESB стоит посмотреть, если вам, с одной стороны, интересны какие-то массовые виды спорта, но при этом вы в какой-то мере увлекаетесь историей, вам интересна, опять-таки, эстетика, рыцарство, и вы не лишены духа насилия. Полуфинал начался с боя старых друзей и Пардус Беллатор. На первый взгляд, не нужно быть вангой, чтобы понять, у Пардуса нет шансов. Они и правда проиграли, но что это был за бой? А точнее второй раунд. Первый никого не удивил. 30 секунд понадобилось старым друзьям, чтобы сломить французов 5-0, и не было никаких намеков, что второй раунд будет отличаться. Однако... На 10-й секунде боец Пардуса ловит противника на контрприем, и французы получают преимущество. Почти сразу еще один боец красно-желтых оказывается на земле, не справившись с атакой двух французов. За это время на другом фланге старые друзья отыгрываются. Прошло 20 секунд с начала раунда, а старые друзья уступают Пардусу 3-4. Обе команды демонстрируют отличную парную работу. Счет выровнен 2-2. Еще никто в этом турнире не забирал троих бойцов старых друзей в одном раунде. Бойцы яростно кидаются друг на друга, и на время зрители и сами французские бойцы поверили, что у них есть шанс взять этот раунд. Но 10-й номер Пардус Беллатор Матью Лерис совершает ошибку. Плохо подготовленный бросок против огромного Михаила Панченко оборачивается падением самого Лериса. Оставшегося француза берет на себя Иван Вареников, и раунд заканчивается со счетом 2-0 в пользу друзей. Кто бы мог подумать, что самый сложный раунд на турнире старым друзьям даст малоизвестная французская команда, которую еще утром мало кто воспринимал всерьез. А теперь они в шаге от пьедестала, ведь команды, проигравшие в следующем бою, им предстоит разыграть 3-е место. Это был бой НСК и Сибров. И как вы помните, встреча этих команд в отборочном цикле была большим испытанием для обеих. И тогда с минимальным преимуществом победили НСК. У Сибров появился шанс отыграться. На первых секундах мощным ударом алебарды боец Сибров выбивает Баклер из рук сибиряка, а вместе с ним и подщитовую рукавицу. Боец НСК вынужден выйти из боя. Обидно, пипец. Еще несколько секунд, и этот же алебардист перерубает топор противника, тот вынужден бежать за заменой. Дела идут не в пользу его команды. Тем не менее, бой еще не проигран. НСК сопротивляется отчаянно, у Сибров долго не выходит развить преимущество. Но упорные атаки все-таки дают свои плоды. Один за одним на ресталище оказываются бойцы НСК, и Сибры более чем уверенно забирают раунд с счетом 5-0. Во втором раунде НСК сделали выводы и попробовали не давать работать алебардисту и бегуну Сибров.
Это был бой двух равных команд, и фраги в нем делали обе команды. И в итоге на ногах осталось только два бойца, которым по новым правилам пришлось сражаться в формате боя капитанов. И победа в нем досталась бойцу из НСК. И значит, быть третьему раунду. Напомню, что в составе НСК было всего 6 человек, турнирная сетка была к ним жестока с самого начала. Лично мне показалось, что на третий раунд у парней из Новосибирска просто не осталось сил. 4-0, победа за Сибрами, а НСК после короткого перерыва предстоит встретить Пардус Беллатор, которые только что почувствовали, что бои с российскими топами не приговор, и хоть небольшие шансы, но у них все-таки есть. Думаю, я не ошибусь, сказав, что самым запоминающимся боем Бугурт Next 22 года был именно бой за третье место. Две команды, которых тут и быть не должно было, получили шанс взойти на пьедестал. Уступать точно никто не хотел. Для НСК третье место — это меньше, на что они согласны, и возвращаться домой в Сибирь без трофеев они не собирались. А для Пардуса третье место — это предел мечтаний на этом турнире. И подобравшись к нему так близко, они готовы были грызться за него, как настоящие леопарды. И так и было. Первый же фраг на ресталище исполнил боец Пардуса, но бросок был не идеален, и маршал посадил француза на землю вслед за оппонентом. Еще долго преимущество переходило от одной команды к другой, пока наконец на ресталище не осталось два бойца НСК против одного бойца Пардуса. Я тогда подумал, что на этом все. Сибиряки просто на опыте легко разделываются с французом. Но вдруг опытнейший Илья Драгон совершает ошибку, оставляет у себя за спиной лежащего на земле бойца. Боец Пардуса ошибку не прощает, толкает Драгона, и счет снова равный 1-1. Нас ждет еще один бой капитанов. И если в прошлый раз это самое спорное нововведение новых правил бой капитанов сложился в пользу НСК, то теперь удача была на стороне Пардус Беллатор. 1-0 в пользу. Во второй раунд вышли очень уставшие НСК и очень замотивированные Пардус Беллатор. Сибиряки сопротивлялись как могли, но в этот раз бой шел по плану французов. Меньше минуты им понадобилось на то, чтобы окончательно разбить надежды НСК на победу. Это было что-то невероятное, настоящая спортивная драма. Да, конечно, на любой турнир нужно приезжать заряженным на победу, на лучший результат. Но давайте честно, кто всерьез полагал, что малоизвестная команда из Франции возьмет третье место на Бугурт Next, когда среди участников есть старые друзья, НСК и Сибры? Я вот нет. Хотя я знал, что это не самая слабая команда на турнире, но все же. Мне очень жаль парней из НСК. Им и правда пришлось очень тяжело на этом турнире. Они вполне заслуживали третье место. Но вот в чем дело, Пардус Беллатор заслуживал его не меньше. Вы спросите меня: Макс, там же еще был финальный бой. Да, был, но спортивной драмы и интриги там не было. Старые друзья ожидаемо выиграли, ведь, как я уже говорил, на этом турнире они на голову превосходили всех оппонентов. Сибры при всем желании не смогли составить им достойные оппозиции. Поэтому главными героями турнира все-таки являлись французы. Большое спасибо бойцам за то, что приехали на турнир, несмотря на сложности передвижения, несмотря на короткое уведомление. Спасибо организаторам, что приняли решение провести этот турнир вообще и провели его. Всего через месяц эта площадка встретит Бугурт Прайм. Лучшие команды мира встретятся, чтобы выяснить отношения. И это будет совершенно иной уровень команд. Там будут совершенно иные бои, и там будет интрига. За прошлый сезон пражские тролли и White Company закрепили за собой звание сильнейших команд в Европе. В
то время как в России турниров было немного, и у «Партизана» и «Медвежьей пяди» было просто меньше боев. Кажется, что еще никогда тролли и White Company не были настолько готовы оспорить превосходство россиян. Будет ли это? Увидим 26 февраля на стриме, а примерно через неделю после него на моем канале в виде большого разбора Бугурт Prime. Таким получился Бугурт Next 2022 года. Кого-то он вдохновил, кого-то разочаровал. В любом случае, болейте за свои команды, поддерживайте свои команды, особенно тогда, когда они проигрывают. И главное, любите ЕСБ, так как любим его.